Друзья, приветствую вас. Выпуск выходного дня. Давайте рассмотрим, на каких российских акциях можно заработать деньги в апреле. Как вы видите, время очень непростое, и геополитические риски, и рынки на хаях, и в любой момент все может развернуться и полететь в трам-тарары. Но мы с вами видим, что последние полгода эта ситуация, она развивается именно в таком ключе. Все двигается наверх с откатами. Когда произойдет внезапный срез и движение резкое вниз, пока сказать сложно. Но с другой стороны, я думаю, что ситуацию до последнего будут удерживать. И с моей точки зрения, этот последний рубеж, он может наступить либо в мае, потому что перенесли налоговую отчетность в Соединенных Штатах, либо если в мае проскочим, то уже тогда конец сентября, начало октября текущего года. Но мы с вами не будем заморачиваться такими далекими целями. Давайте посмотрим, что происходит в нашей песочнице и как в апреле месяце текущего года на российском рынке можно заработать, на чем какие идеи. Давайте откроем результаты торгов биржи. Возьмем, к примеру, на 2 апреля, на пятницу. Мы с вами видим, что по результатам торгов несомненные лидеры — это Сбер, Сургутнефтегаз, Норильский никель, Газпром, ВТБ, Яндекс, ну и Лукойл. Остальные бумаги, у них меньший оборот. С моей точки зрения, наиболее целесообразно рассматривать те бумаги, у которых в среднем оборот более миллиарда в день. Давайте сосредоточимся на этих бумагах и, соответственно, их и рассмотрим. Еще, может быть, полюс золота, если успеем. Так, начнем по традиции со Сбербанка. Месячный таймфрейм. Здесь у нас идет борьба за взятие уровня 296. Если этот уровень будет пробит, и здесь возникнет проторговка, то Сбербанк может вообще без проблем сходить на 320 и 340. Исходя из недельного таймфрейма, сложно сделать однозначный вывод, что будет пробитие этого уровня и уход наверх. Недельный таймфрейм в большей степени указывает на то, что здесь как раз созрели все условия для коррекционного отката, и причем даже весьма желательно в район 274. Далее дневной таймфрейм. Дневной таймфрейм указывает на то, что здесь также больше причин для того, чтобы произошел коррекционный откат хотя бы на 284, 280, вот сюда, вот в этот диапазон. И после этого ситуация может разрешиться. Либо здесь произойдет консолидация, и через какое-то время мы увидим выход наверх, либо начнется дальнейшее проседание. Я думаю, в ближайшую неделю месяц надо ориентироваться именно на значение 282. Если это значение будет пробито, то Сбербанк наиболее вероятно откатится и на 280, и на 272, вот сюда, вот в этот диапазон. Итак, друзья, то, что касается Сбербанка, здесь, с моей точки зрения, наиболее рациональный образ действия – это ловля движения вот в этом боковике. И в том случае, если происходит пробой, сначала значение 287-286,5, вероятно, в случае такого пробоя он пойдет тестировать 282, и, соответственно, если 282 не будет пробито, то отсюда весьма вероятно по факту консолидации отскок и повторное тестирование 296. Исходя из старших таймфреймов, в большей степени ситуацию описывается как разворотная и требуется коррекционный откат на 282 или 272, вот сюда, вот на это значение. Исходя из дневного таймфрейма, вполне в ближайшее время может произойти тестирование и пробитие 296. Это произойдет уже в ближайшие дни, если в течение предстоящей недели не будет пробития 287,5-287. То есть, если мы удерживаем вот этот островок, то весьма вероятно на следующей неделе мы получим пробой этого значения и попытку сходить наверх. Если пробоя здесь не возникает и закрепления, то будет продолжаться какое-то время движение вот в этой консолидации, которая снизу ограничена 288 и далее 287. Это уже сильный уровень, пробой которого приводит к откату на 282-280. Итак, я думаю, по поводу Сбербанка здесь наиболее вероятно движение в этом боковике, продолжение. Далее, если происходит пробой верхнего значения, вот этого 296 на объеме, то отсюда последует движение на 320, возможно 340.
Сейчас идет, в общем-то, по имеющейся информации, заход западных инвесторов на российский рынок. И первая бумага, которая интересует, это, разумеется, Сбербанк. Вот. Делать ставку на дальнейший рост, я думаю, можно только после уверенного пробития этого значения и выхода больших объемов. Если такого не происходит, то при подходе вот к этому значению я бы шортил с коротеньким стопом на 297,5 и потом ловил бы ее в районе 288,5. Соответственно, пробой 287, цель движения 282. Наиболее вероятно в ближайшее время движение вот в этом боковике, но старшие таймфреймы, недельный и месячный, указывают на то, что весьма вероятно разворотная формация и движение на 272. Это надо иметь в виду. Так, друзья, дальше, конечно же, Норникель, месячный таймфрейм. Ну, месячный таймфрейм здесь у него весьма жесткий. По нему произошел разворот, но этот разворот до сих пор так и не подтвердился. Переходя на недельный таймфрейм, здесь, я думаю, ситуация следующая. Как только у нас возникает пробой 24200, 24500, вот этого диапазона, и закрепление в этом диапазоне, либо над ним, весьма вероятно разовьется следующий импульс движения, цель которого будет 26 тысяч и потом, возможно, тестирование 27200. Если пробой здесь не возникает, то отсюда будет возникать коррекционный откат и движение в рамках вот этой консолидации 22200, 24200, Вот в этом диапазончике он может походить. Если же будет повторное движение и пробой, значение 21800, то в этой ситуации весьма вероятно разворотная формация будет подтверждена вот это. И нас ожидает движение по Норникелю, цель которого 18300. Что касается ближайшей недели. Здесь у нас либо происходит пробой вот этого диапазона на объеме, и тогда мы резко идем сначала на 26, потом, возможно, на 27. Если здесь пробой на предстоящей неделе происходит, то мы отсюда отбиваемся, и у нас идет движение с целью на 22200. Итак, ключевая идея: будет, не будет в ближайшие дни пробой. Если пробой и закрепление будет, движение сюда. Если пробой не состоится, будем колебаться в этом диапазоне. Судя вот по тем страстям, которые здесь были, это указывает, исходя из недельного таймфрейма, что более вероятно продолжение движения вверх на 26 тысяч в обозримую неделю-две. Переходя на дневной таймфрейм, здесь, в общем-то, ситуация подтверждает, что был разворот и идет движение, цель которого 26 тысяч. Единственное, это движение может прекратиться в том случае, если будет коррекционный откат и пробитие 23 тысячи. В этой ситуации на 1-2 недели мы уйдем в консолидацию, которая будет проходить в диапазоне 22 тысячи, 24 200. Вот здесь вот. Так, друзья, далее Газпром. Да, сейчас ситуация очень непростая, геополитические риски, и потом весна. Все-таки весной газ в таком объеме, масштабе не очень нужен. Холодная зима прошла в северном полушарии. Исходя из недельного таймфрейма, у нас здесь сформировался импульс движения в ближайшие дни, цель которого будет 235, и в случае пробоя диапазон 235-238 мы в течение 1-2 недель уйдем с целью движения в район вот сюда вот 252-254. Если при подходе сюда пробоя не возникает, то мы откатываемся и уходим тестировать нижнюю граничку вот этой консолидации 225-223. В каком случае этот сценарий не сработает? Он не сработает, если происходит коррекционный откат и повторное пробитие 220. В этой ситуации его ловить уже надо на 208,5. Исходя из вот этого движения, которое возникло, если не возникнет никакой черный лебедь геополитический или на мировых рынках, мы увидим по Газпрому в ближайшее время наиболее вероятно движение на 238. Здесь, я думаю, его попытаются все-таки пробить и свозить уже в апреле на 252-254. Соответственно, если пробой здесь не возникает, если начинается снижение объема, то отсюда мы покатимся на 225-223. Так, друзья, далее Сургут, который идет сейчас лидером по объемам торгов, во всяком случае на пятницу. Месячный таймфрейм, здесь у нас хворост высушен, и, соответственно, в ближайшее время
происходит весьма вероятно закрепление на 37,5, и как только он закрепляется, отсюда открывается возможность для движения, но в идеале, конечно, движение на 45, но это, я понимаю, слишком круто. Исходя из недельного таймфрейма, у Сургута сейчас цель движения находится на 40,5. Соответственно, эта идея не срабатывает, если начинается здесь снижение объемов торгов в районе 37,5. И если пробивается уровень 35,6, 35, вот этот диапазончик, если его пробиваем, то весь этот изумительный рост, который набирал свою силу, он переходит в консолидацию и будет Сургут болтаться в этом диапазоне. На самом деле здесь наиболее вероятный сценарий с моей точки зрения это все-таки рост, потому что, во-первых, скоро лето, текущие цены на нефть и курс доллара, он предполагает, что у Сургута есть очень хороший плацдарм для взлета. Так, друзья, ну вот переходя на дневной таймфрейм, ранее, когда Сургут рассматривали, там, по-моему, и я и обозначал цель в районе 37 или 37,5. Сейчас мы эту цель выполнили. И теперь у нас, исходя из дневного таймфрейма, стоит перед Сургутом важная задача. Закрепление выше 36, 36,5. Если 36,5, 36, вот этот диапазончик не пробивается, то у Сургута в самое ближайшее время есть все шансы сходить на 40,5. А если закрепится на 40,5, открывается следующая дорога на 47. Я считаю, здесь более вероятен рост, но в том случае, если будет пробой 36, 36,5, мы по Сургуту уходим консолидироваться в диапазоне 35, 36,5, вот сюда вот. Ну и соответственно, если нефть начинает падать, геополитические риски раскрываются и мировые финансовые рынки летят в тарам-тарары, то, конечно, никакого роста по Сургуту не будет. Однако техническая картина указывает на то, что Сургут, наверное, сейчас одна из очень интересных бумаг на российском рынке. Так, друзья, далее ВТБ на закусочку. Но смотрите, по ВТБ действительно ситуация, она очень интересная. Несмотря на все имеющиеся нюансы этой компании, она, как и Газпром, и даже в большей степени и близко не отработала те уровни, которые у нее были в 2011 году и в докризисном 2008 году. Соответственно, здесь при отсутствии каких-либо потрясений для этой бумаги очень большие шансы уже в течение этого либо следующего года совершить отскок, ну как минимум на 0,54. Если мы рассматриваем уже недельный таймфрейм, то здесь у нас на текущий момент движение, которое здесь, вот здесь в начале марта был набор позиций, сейчас пошел рост. Соответственно, очень важный уровень это 4,2 копейки. Если этот уровень в ближайшее время не пробивается, то у нас на протяжении новой недели или месяца апреля весьма вероятен следующий цикл импульс движения. Цель этого импульса 4,8 и потом возможно даже 5,2 копейки. Соответственно, при пробое вот этого значения 4,2 ВТБ уходит сначала консолидироваться на 40,5, на 4,05 копейки и потом далее возможно движение вниз. Текущая формация, вот, исходя из недельки, из дневного таймфрейма, указывает на то, что весьма вероятно движение и закрытие цели на 4,8. Дорогие друзья, обращаю ваше внимание, что это мое мнение, оно не является инвестиционной или спекулятивной рекомендацией. Я так вижу это движение, но каждое решение принимает самостоятельно на свой страх и риск, и каждый повинен в своей прибыли и успехах, равно как в поражениях и потерях. Спасибо за внимание, хороших выходных, удачи вам и всего наилучшего.